Приветствую всех на канале Сад и Огород своими руками. В этом видео коротко расскажу, что делать с чесноком через 10 дней после того, как мы его убрали с грядки. Мы сразу занесли с грядки его под стеллаж в рассадник, то есть сухое место. И здесь он у нас на протяжении 10 дней досыхал. Смотрите, как он немножечко, вот, слышите, да, хрустит. Сейчас мы его поднимем на стеллаж и проведем обрезку перед закладкой на хранение. Мы выращивали два сорта. Вот это сорт Казак. Выглядит он вот так. И второй сорт это сорт Любаша. Любашу мы выращиваем уже на протяжении многих лет. Она отличается немножечко от Казака. Смотрите, цветом головки. Казак белый полностью. Вот. И Любаша, которая имеет слегка розоватый такой оттенок. Для чего мы на протяжении 10 дней хранили именно под стеллажом? Да для того, чтобы досохли хорошо листья, а прибирали, когда мы его с грядки, то листья еще были достаточно зеленые. Так вот, органическое вещество, которое находилось в листьях, перетекло за эти 10 дней в головку, немножечко ее увеличило. Но увеличило это условно, так сказать. Почему? Потому что уже когда головка, луковица находится вне почвы, вне грядки, то есть на открытом пространстве, с нее испаряется лишняя влага, то есть подсыхает. Этот процесс позволяет потом луковице лучше храниться зимой. Так вот, отсюда с головки некоторое количество влаги увеличилось, но оно компенсировалось за счет оттока органических веществ. То есть вот подсохшая луковица, сохранившая свой сортовой размер, как мы ее убрали. Итак, как обрезать? Роль листьев уже сыграна, они уже не нужны. Берем обычный секатор, можно ножницы, оставляя 4-5 сантиметров, обрезаем. То же самое касается корневой системы. Но, друзья, все дело в том, что при хранении, когда мы будем закладывать, луковица об луковицу могут тереться. Поэтому нужно ее почистить, именно вот внешнюю чешую засохшую, ее нужно убрать, на которой есть остатки песочка, грунта какого-то. Вот так убираем чуть-чуть, насколько это возможно. Дряпать не нужно. Все чистенько. И корневая система. Корневую систему обрезаем, ну, практически за подлицо. Вот так. На ней тоже имеется некоторое количество, аккуратно, вот так как я сейчас секатором, не нужно делать. Чуть-чуть стряхнули. Вот, все. Это луковица готова для закладки на дальнейшую просушку. Она еще не высохла как следует, поэтому ложим ее, кладем в такой ящичек, либо в картонную коробочку с какими-то отверстиями для вентиляции. Нельзя закладывать в полиэтиленовые мешки, в какие-то картонные коробки и наглухо закрывать, несмотря даже на то, что они картонные. Потому что луковицы в любом случае после вот такой процедуры, после обрезки, они должны просыхать еще некоторое время. И снова обрезаем. Корневая система может остаться, в принципе, она не имеет пагубного влияния на хранение луковицы, так как не касается зубков, но в ней содержится большое количество песка, поэтому ее нужно просто убирать. Все, опять же, вот таким образом очищаем. Ну, давайте несколько луковиц еще сделаем. После того, как обрезали все корневища, всю ботву, размещаем обрезанные головки опять в теневом месте, теплое теневое место, без прямых солнечных лучей. Процессы досыхания головок будут еще, он будет как бы дозревать, немножечко подсыхая, он будет готовить себя к наиболее длительному и хорошему хранению в зимнее время. Вот все, что хотел показать в этом видео. Всегда так делаем и всегда довольны результатом. На этом закончу. Спасибо за внимание. Всем пока.